Сегодня у нас расклад, который нас возвернет немножечко в былые времена, снова в коридор затмений. Но понимаю, что это надо сделать. Сегодня у нас будет 3 варианта. И мне хочется посмотреть, что же вы не сделали в этот коридор затмений. Возможно, последствия этого неделания аукиваются уже сейчас. Кто-то так и не вошел в свою силу, если коротко. В какие-то трансформации не вошли, хотя планировали. Ну, значит, по 4 карты будет. Кто-то не начал какое-то предприятие, какое-то дело очень важное для вас. Либо кто-то слишком ударился в эгоизм. На оракуле теней тоже хочется мне подглядеть, что скажет. Тут буквально по одной карте. Кто-то не доверился тем подсказкам, которые шли вам от вашего рода. На H-Таро сегодня я посмотрю детали этого коленкора. Расклад весьма такой, знаете ли, нервы пощекочет. Аль пощекочет. Если имеются филологи на моем канале, уточните в комментариях эти моменты. Из этой колоды тоже 3 карты, но потом еще на ней же хочу досмотреть, если что-то уточнить захочется мне. Так, определяйтесь, ребят, с вариантами. За 3-й, давайте вы определяйтесь, и я вам сейчас скажу, что у нас, где и как, и на каком варианте. Итак, господа, 4D, 3D и не совсем 5D. Только вошли в 5D, есть какие-то затыки, но трансформации проходили. Но что-то здесь как-то не совсем гладко было.
Итак, давайте посмотрим с этого варианта 4D. Что вы так и не сделали? Ну вот о чем здесь говорить? Ну, мальчики и девочки не вошли в свою силу, не взяли знания, кто-то не стал ведающим человеком, не вошел в трансформации с высшими энергиями. Не сделали вы этот выбор, ребят. Не сделали. Хотя вам и родственные души были даны. И у вас фамильяры как-то вам на это намекали ваши. У кого есть коты, ну, по этой карте, все вы уже знаете, что это могли быть даже домашние ваши коты, даже не домашние, даже какая-то статуэтка где-то вот вам попалась, мне идет. И вы как подумали, вот, надо бы было взять, но не взяли. Они вас оберегали, защищали и проталкивали. Пытались с вами духовную связь наладить. Здесь мне больше числа идут 2, 7, 5. Именно число, не количество дней. Возможно, дни месяца. Возможно, даже июня. И цифра 43. Думайте сами, что у вас с этим связано. Что вы так и не сделали? Вы остались в треугольниках, остались с теми людьми, которые вас предают, которые цепляют на вас крадники. Из-за того, что вы не реализовываете свой потенциал, вот эти люди им пользуются. Здесь как будто бы, во-первых, магия на вас есть, это я вам могу сказать сразу. Здесь, знаете, как на самопожертвование. Вы жертвуете собой, допустим, там, во имя детей, во имя мужа, во имя свекрови, чтобы не портить отношения, либо во имя сестры, какого-то друга, подруги. Но здесь люди, которые вас предавали, предают и предавать, ну, будут. Они не собираются этого бросать. Им удобно, комфортно. Крадников очень много. Ваши знания, ваши ключи к фортуне забирают. Хорошо, но это 4D. Какой же переход тогда вы совершили на данный момент? Ну, ребятки, ну тут все ясно, в принципе. Во-первых, вы уже начинаете просыпаться. Здесь вторая жрица как бы выходит, да, на дне колоды. Знаки теперь вы уже начали понимать. Возможно, у вас даже в доме есть какое-то создание, и оно вам намекает на то, что не все так, как ты думаешь. Ваш дом, мне вот идет информация, ваш дом вам подсказывает, в чем проблема. Правильно трактуйте подсказки. Какой переход? Здесь предки, духи вашего рода допускают к вам мертвечинку, неупокоенных, уже конкретно в ваше пространство, для того, чтобы вы наконец-то взяли вот эти вот ключи в свои руки. Эта ситуация длится у вас уже долго. Вот так вот, ребят. Вы на что-то отвлеклись. Жертвуете собой ради кого-то. А там треугольники. Неважно, что это за ситуация. Там есть третий угол. И вы лишние в этом треугольнике.
Вы либо не знаете, либо не видите, но я хочу сказать, что здесь даже комар на эту карту сел. Здесь идет подключка к вашей сердечной чакре, здесь по любятине могут быть вопросы, но смотрите, да, насчет любятины, если вы к кому-то, допустим, к своей подруге девочке, да, или мальчике к своему другу, очень привязаны сердечно, и во имя этой дружбы жертвуете своими интересами, то вот это оно же и есть. Так что вот в чем ваш переход. Вас выводят, господа. Вас выводят. Эти карты я в общую колоду положу. Вот так-то. То есть, знаете, как вы сами не захотели, вас все равно выведут. Поэтому вы в 4D, значит, у вас что-то уже отработано. Что-то где-то вы подзакрыли и сказали, все, пора. Так, второй вариант, 3D. Что здесь люди так и не сделали? Здесь люди не хотят проходить собственные трансформации, люди давно уже на магии, как на игле, сидят наркоманы, закрылись от роста собственной души, всегда ожидают, всегда им все должны, не хотят признавать своей вины, хотя очень неуверенные в себе личности, вечно обвиняют кого-то. И здесь ребята все к миру темных бегают. Бегают по кругу. То есть, вот смотрите, не проходят они уроки своей души, короче говоря. Те, кто выбрал этот вариант. Оплошность допустила. Кармический оборот дала. Опять ставят в эту же точку и смотрят. Она опять допустила и пошла на новый виток. Снова виток, еще раз виток. Еще пару раз 1000 вот так пробежала, потом, ой, мне уже 92, а как-то жизнь прошла безрадостно. Один и тот же, вся жизнь на один урок. Чего так и не сделали. Мнение, понимаете, есть мое мнение, есть неправильное. Не слушают, не прислушиваются к другим. Здесь люди должны были трудиться над тем, чтобы выйти из-под влияния определенных своих слабостей. И здесь слабость у человека – это магические влияния на других людей. Слабость – это попадать постоянно на одни и те же грабли. Слабость в том, что человек не хочет обратиться внутрь себя и найти там, внутри себя, в первую очередь, для себя, вот тот свет, вот ту путеводную звезду, которая их и вела бы. Здесь человек не хочет работать над собой. Здесь гедонизм, эгоизм, деградация и... Почему-то мне слово шовинизм идет, не знаю почему и к чему вообще он здесь. Возможно, для вас это слово какое-то, знаете, как триггер будет для человека из вашего пространства. И вот он, это и есть этот 3D-шник. Обратите внимание. Ну, естественно, его нужно исключать. Потому что здесь еще такой момент может проходить, что этот человек постоянно на вас делает подделы
и постоянно с вами сражается. Понимаете? Этот человек хочет вашего ресурса, либо хочет, чтобы вы принадлежали ему, либо же хочет, чтобы вы подчинились ему, либо ей. Уточню я из общей колоды еще 3 карты. Тут 3D много чего не сделали. Здесь еще, знаете, что мне проходит? Здесь какая-то мадам встретила якобы практика. Этот практик ее надрочил, по-другому не скажу. Ее мозг надрочил на то, чтобы... Вот, короче, вот эта женщина по этому варианту, она сейчас в 3D. Она может кидаться на всех, сражаться со всеми, пытаться что-то кому-то доказать и тому подобное. А здесь вопросы, знаете чего? У этой женщины были украдены возможности, которые ей нес ее род. Здесь уворована возможность вывести родовую систему на новый виток. У этой женщины на данный период знания магического толка вообще в пустоту ни о чем. И статус императрицы, если был свой бизнес, он скатывается в нуля. Здесь человек деградирует, спускается по вибрациям. И много неупокоенных душ. Возле этой барышни, коль это барышня, если смотрели на мужика, здесь я вам хочу сказать по семье. Ну и если мужчина смотрит, ну что здесь сказать? Ставят на выбор между одной и второй. Но здесь влияния на мужчину могут идти. Раз сработало, была на то причина, да и все. Значит, мужчина тоже в 3D висит. Потому что здесь знаете, какой мужик? Сам в себе ни хрена не хочет менять в семейных отношениях. Типа я император, потому что я зарабатываю. Все. Ну, то есть это вообще ни о чем. Это, знаете, пережитки совдепии, вот это вот мышление я называю. Так что вот так вот по 3D у нас. Итак, ребята, не скажу, что 5D, но вот. Так. Что вы так и не сделали?
Здесь вы не рассмотрели в своем окружении скотину, которая вам подлянила. Вам нужно было брать курс на свой ресурс, на бизнес, на свою энергию. Хочу кое-что уточнить. Здесь за вами стоят определенные силы, у вас есть энергия. Знаете, в чем затык? Вы не должны были помогать всем подряд. Не нужно помогать развиваться другим людям, если их это лишает возможности самому прийти к верному выводу. Понимаете, здесь всему свое время. Вам надо было запастись терпением. Сейчас я хочу вот эту карту уточнить. Ой, ребята. И здесь, знаете что, вас вернули, пытались, по крайней мере, вернуть в прошлые переживания. Какое-то прошлое пыталось вернуться. Возможно, помогли. А не надо было этого делать. Вам нужно было работать только для себя в первую очередь. И здесь кому-то не нужно было, ну понимаете, не знаю я как насчет прошлого, для кого-то это актуально. Но здесь еще нужно было, в ком-то вы не доразобрались до конца. Скажу я вам вот так вот. Не нужно быть слишком открытыми сердцем. Нужно это дозировать для особых людей, а не для всех подряд. И у вас было очень много планов. Очень много, и вот это надо, и вот там, и здесь. И вот этот человек попался, и вы как бы на него переключились. А нужно было идти туда, где побольше людей. Понимаете, да? Не на одного ресурс сливать, а идти туда, где людей побольше. Вам нужно было работать на перспективы, что касаемо большого количества людей, сотрудничества, проектов. Здесь на вас нападали. Чистки тяжело шли у кого-то. То есть, возможно, вы этому человеку помогали, а он за вашей спиной на вас долбил магию. Здесь реально как будто вам насаживали идею того, что у вас ничего не получится. В восьмерку мечей вас закидывали, чтобы вы были связаны по рукам и ногам, мороки какие-то. Вы как ушли в самообман. Это да, это разрушилось, но...
О, как. Ух ты. Так, во-первых, ваш недоброжелатель, третий вариант, для кого-то актуально, что он уже умер. На данном этапе все, ну, вот кто влиял на вас. Второй вариант, вам надолго, предки, духи вашего рода, да, здесь по башне что-то резко, активно, так знаете, внезапно произошло, и у вас запустились трансформации, и вам сейчас, вот этот недоброжелатель, он и запустил эти трансформации надолго, здесь знания очень древних будут вам переданы. И здесь вы в рост пошли своих возможностей, умений, своей практики, своего дела, кто не маг, не эзотерик. Смотрите, здесь победа у вас над этими иллюзиями. Возможно, вас пытались обмануть, возможно, вас пытались вывести на эмоции. Да, но все равно, ребятки, здесь у вас в пространстве была зацепка, был человек, которому вы доверяли, а он вам ножи в спину в этот момент тыкал изо всей дури. Давайте я посмотрю, а почему он это делал. Вот сука. Я вам хочу сказать, что здесь может быть женщина. Мужчина пытался доказать, что если мужчина, то здесь пытался доказать, что он более высокодуховен, нежели вы. А по поводу здесь больше мне, знаете, мужик это второй план идет, не столь важно для вас. Здесь в вашем окружении была бабца. Вы резко из нее сорвали маски. Она ныкалась, делает западло, вам рассказывает, понимаете, как будто вот ни в чем не бывало, чтобы вы не заподозрили. Знаете, что она делала? Она воровала вашу связь с родом, потому что решила, что это ей нужнее. Вашу стабильность, вашу возможность трансформироваться. Здесь прям перехват ваших ресурсов, особенно что касается ваших умений, способностей, вашего потока. И знаете как? Сделала скотство и такая быстренько, как будто бы ничего не было. Я вроде как бы живу обычным потоком. Знаете, здесь у девочки самообман пошел. А сейчас сама в оморочках, в иллюзиях сидит. Ух ты! Да там нормально, по всем, кого любила. Держи привет. Ой, или любят это дети, родители, близкие друзья, родственники. Здесь мадам воюет. И она уверена, что у нее все классно. Она еще даже не подозревает, что ее ждет. Понимаете, здесь вот реально человек, тут по справедливости все идет за ее магию. Здесь, знаете, чем печальна эта ситуация, этот вариант? Смотрите, здесь человек пытался долго носить маски и включаться в роль добродетельной личности. С каждым новым общением с вами все тяжелее, сложнее выпирает вот эта мерзость, гниль внутренняя. Сделалась магическая дрянь в вашу сторону. Только она это сделала, на следующий день как будто отключила вот именно этот кусок из своей памяти. Якобы я ничего и не делала.
Понимаете? Здесь такой жесткий самообман. Сказать, что раздвоение личности, тут ничего не сказать. Ну, долго ж на таком не прокатишь. Тем более в плане еще неизвестно, к кому она там обращалась, бегала, сами понимаете. Это уже будет история иного расклада. Вот так вот, ребята. По всем вариантам очень интересно. Отпишитесь, пожалуйста, как у вас все это проигрывается. И еще такой момент. Напишите мне, пожалуйста, стоит ли какие-то вот ролик снять на подсказки для вас по поводу, вот если вы понимаете, да, что где-то там не прошли, где-то есть затыки, да, то посмотреть, что нужно подобрать в себе, поддоработать. Если для вас актуален такой ролик, тогда отпишитесь мне. Опять же таки, по этому коридору затмений, чтобы, ну, можно было сесть, проанализировать, да, и сделать для себя в первую очередь определенные выводы. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Осознанным добра этого мира, как обычно. Пока-пока.